Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад всех вас видеть. Моя первая речь, и как по плану вы уж простите, я должен представить всех вас голыми. Вот. Вы все выглядите супер, так что не комплексуйте. Как вы уже поняли, я шпагоглотатель. Я путешествую по миру и повергаю людей в шок. То, что вы сейчас увидели, не каждый может. И скажу честно, для меня это всего лишь разминка. Самое интересное я приберег на потом, так что оставайтесь на своих местах, окей? Ой, в принципе, для начала я хотел бы вас предупредить, не пытайтесь повторить это дома, окей? Это такое неблагодарное дело, вот эта кровь, вот этот вот завтрак от рефлекса. И хотел бы еще заметить, что на сегодняшний день насчитывается 29 человек, погибших в процессе шпагоглотания. Как хорошо, что я этого не знал, когда я сам это пробовал. Ой, в принципе, тяжело, конечно, я не буду все это перечислять, я просто поделюсь с вами моей историей, как это все начиналось, зачем и почему я это делаю. И знаете, как только я зашел в этот театр, у меня возникло такое ощущение, опа, знакомая ситуация. Потому что где-то 5-6 лет назад я выступал на этой же сцене. Только тогда я был в качестве декорации второго плана. У меня не было имени, я был никем. А сейчас я стою здесь перед вами, и все тихо слушают меня и ждут, что же я скажу такого умного. Знаете, конечно, тяжело осознавать, но искусством шпагоглотания я обладал еще здесь, в Молдавии. Но никто не воспринимал меня всерьез. В основном все крутили пальцем у виска, включая мою семью. И мне тяжело осознавать, что для того, чтобы получить признание, мне пришлось лететь на другой конец планеты. И сейчас, когда я сюда возвращаюсь, то меня уже встречают как героя, приглашают на всякие ТВ-шоу. И что же изменилось? Я знаю ответ, но я все равно спрашиваю себя. Тогда я для себя понял очень важную закономерность, что человек, подобно птенцу, рано или поздно должен покинуть свое гнездо. И, собственно, чтобы изменить свою жизнь, человек, ему сложно покинуть то, к чему он привык. И поэтому его мечты остаются мечтами. У меня тоже была мечта жить у моря. Когда я был маленький, я поделился этой мечтой со своими родителями, но они посмеялись надо мной и сказали, что на море ездят только отдыхать. После этого я с ними перестал делиться своими мечтами. Я просто ждал своего момента, когда я смогу распахнуть крылья и улететь. И, пока я, жду у моря погоды, а точнее жду хорошей погоды, чтобы улететь на море, я развивался. Я сидел в своей квартире, жонглировал, дышал огнем, даже в квартире, на балконе. Брейк-данс, а также шпагоглотание. Впрочем, я развивался. И, настал, тот день, давайте я навью немного атмосферы. Ничто не предвещало бури. Стоял такой тусклый ноябрьский вечер. За окном дождь, на улице холодно и грязно. Впрочем, остается сидеть дома. И я сижу, скачиваю фильм с пиратского сайта и абсолютно случайно нажал на баннер USA Immigration.
И пока это все дело загружается, я думаю, опа, опять меня, наверное, приведет это на очередное порно-рандеву. Но нет. В принципе, оно меня вывело на анкету, которую я заполнил за 2 минуты. Спустя 6 месяцев они звонят мне, говорят, поздравляем, вы выиграли грин-карту. И я с такими радостными новостями бегу домой, сказать родителям, что я еду в Америку. И они встретили меня напутствующими словами. Да ты неудачник, да ты вернешься домой через месяц, и у тебя ничего не получится. Чтобы изменить свою жизнь, человек должен пожертвовать чем-то. Он должен пожертвовать что-то, что у него есть, чтобы получить то, что он хочет. По тому же принципу поступил и я. Я бросил университет, оставил друзей, семью и кошку и уехал в Лос-Анджелес. К пальмам, солнцу и океану. И вот, значит, тут сижу я, значит, на пляже, вспоминаю, как родители смеялись над моей мечтой жить у моря, и теперь у меня океан. И я понимаю, что в этой истории последним смеюсь я. Но проторчав уже на этом пляже уже 3-й месяц, какая-то тоска начала меня навевать. И я понял, что достигнув цели, человек становится счастливым лишь на миг. И дальше пустота начала меня поглощать, все это дело увеличивалось, и я не знал, куда себя деть. Я не знал, что с этим делать. И тогда, значит, меня осенило, что цель – это конечная точка, но вектор – это продолжительное направление. И когда у человека есть вектор, то он достигает одну цель за другой, и ни одна из них его не может остановить, пока он знает, куда идет. У меня ничего не было. Ни друзей, ни семьи, ни денег, никого, кто мог бы мне помочь. Я не знал английского языка, и поэтому мне сложно было найти работу. Мне очень хорошо запомнился этот момент отчаяния. Мне было страшно. Этот метод я до сих пор применяю в своих шоу, в борьбе со своим страхом. Ведь когда тебе некуда идти, у тебя нет пути назад, ты отчаялся, тебе нечего терять, то ты теряешь свой страх. У человека можно отнять все. Его богатство, все его имущество, его статус в обществе. Но гораздо сложнее отнять у него его умения. И, я бы сказал, невозможно отнять его личность, то, кем он является внутри. На данный момент у меня синий пояс по джиу-джитсу. И я обладаю знанием и умением, как поломать человеку ноги так, чтобы он не мог прыгать, как прежде. Интересное, конечно, хобби. Не знаю, зачем оно может мне пригодится, но очень важный момент это то, что это и есть мое богатство, так же, как и шпагоглотание. Его у меня никто не отнимет. И причем оно ничего не весит. Значит, поехали. Значит, это Голливудский бульвар, аллея славы. Я хожу с заведения к заведению. Это я выступаю на Голливудском бульваре. Значит, я забрел в этот магазин, где продают всякие ножи, мечи и сабли. И вот я вижу вот этот вот меч. Вы его, кстати, видели ранее. Именно я его сегодня проглотил. Я наскреб вот эти вот $35, сколько он стоил. И сразу пошел именно на ту точку его пробовать на деле. Здесь, значит, я забиваю нос в гвоздь, это такой аперитивчик. А дальше уже... А дальше уже идет этот кульминационный момент. За первое свое шоу я заработал $4,5. И, значит, я понял, что здесь именно money-making place. Где я могу зарабатывать целое состояние. И вот, и просто людям так понравилось, они раньше не видели
чувака, который глотает шпаг, делает колесо, ходит на руках. Все меня так поддерживали и очень много советовало подать заявку на America's Got Talent. Я, конечно, стеснялся, но просто столько людей мне это советовало, что я уже собрался духом и отправил им свое видео. Значит, как это действует? В 90 секунд вы должны впихнуть все свои умения и таланты и, в принципе, отправить им. Что я и сделал. На следующий день они мне звонят: «Oh my God, this is amazing!» и так далее. Пригласили меня, значит, на их шоу без каких-либо прослушиваний и кастингов. Значит, я захожу, и тут 5000 человек вот на меня смотрят, плюс еще эти судьи, я тогда вообще не знал, как их зовут. И, значит, я беру меч, сюда, свое шоу показал, все вдруг начали мне кричать, аплодировать, судьи тоже меня поддерживают. И, знаете, я понял, что это и есть мое место. На сегодняшний день... Спасибо. На сегодняшний день я уже побывал в 8 Got Talent shows, в 8 разных странах. Я являюсь победителем «Минуты славы», а также я участвовал на церемонии открытия Олимпийских игр. И я был на одном из самых популярных шоу в Америке «Ellen DeGeneres». Спасибо. И самыми важными моментами я хотел бы поделиться с вами сейчас. Видео. No. Oh my God! Forget about anything that can go wrong. Спасибо. Вы знаете, каждое
выступление для меня это очередной день рождения. Я рад поделиться и отпраздновать его вместе с вами. Подходим к самому главному вопросу. То есть, как я вообще всего это добился за 3 года? В основном, то есть люди спрашивают друг друга, и некоторые говорят, что я это делаю ради денег, некоторые говорят, что я это делаю ради славы. И признаюсь вам честно, что я хотел, чтобы узнали меня те люди, которые меня здесь обидели. Это мои одноклассники, которые говорили, что я двоечник, неудачник и что я вырасту бомжом. Это ребята с моего района, которые издевались и били меня из-за того, что у меня были широкие штаны и сережка в ухе. Это моя мать, которая обращалась ко мне со слов: подними свою жирную задницу, выкини мусор, сходи в магазин. Да, я в детстве страдал избыточным весом. И во мне до сих пор этот комплекс, с которым я борюсь по сей день. Знаете, я собрал весь этот негатив и направил его в творчество. Весь этот негатив заставил меня рисковать жизнью, как никогда прежде. Я, конечно же, мог пойти к себе на район и попереломать всем ноги, но зачем? Ведь благодаря всем тем людям я сейчас стою на этом месте. Те люди сделали меня таким, какой я есть сейчас. И поэтому я хочу сказать им всем спасибо. Спасибо. И главное, что я хотел бы обратиться к каждому из вас. Ведь у каждого из нас есть негатив внутри. Не знаю, кого-то обидели, у кого-то случилось горе. И я хотел бы попросить вас, направьте свой негатив в позитивное русло. На этом все. Спасибо.